В марте 2012 года в журнале «Остеопатическая медицина» доктор Георг Харрер, представленный как врач-анестезиолог, остеопат, ученик доктора Типальдеса, сертифицированный им на преподавание ФДМ, основатель и первый президент ЕФДМА, рассказывает историю развития модели фасциальных дисторсий и ее основные принципы. История, которую он излагает, обрывочная и, исходя из документов, приведенных в первой части моего исследования, отчасти ложные сведения, к тому же изложенные в хронологичном порядке. Отдельно отмечу, что в этой статье доктор Харрер озвучивает свое заблуждение, что первый курс по модели фасциальных дисторсий был проведен доктором Типальдесом в 1997 году в Вене. На самом деле, в 1997 году на семинаре в Венской остеопатической школе доктор Типальдес впервые представил 6 фасциальных дисторсий, включая подвиды фолдинг-дисторсий. Далее Георг заявляет 6 фасциальных дисторсий как 6 диагнозов, противопоставляемых им медицинским, определяемым на основании клинической диагностики, уникальным критерием которой является язык тела, жесты пациентов, которыми они, независимо от этноса и прочих особенностей, указывают эпицентр боли и ее распространение. Актуальность оригинальности подхода автор объясняет несостоятельностью конвенционального, игнорирующего разнообразие симптомов в рамках одного медицинского диагноза, а также эффективностью ФДМ-терапии, регистрируемой сразу после лечения и выставляемого доктором Георгом Харрером во главу угла субъективного улучшения самочувствия пациента. В качестве иллюстрации эффективности ФДМ доктор Георг Харрер ссылается на единственное существующее на тот момент медицинское исследование, демонстрирующее преимущество ФДМ-лечения замороженного плеча доктора Кристиана Штайна 2008 года. Георг всячески подчеркивает экспертность пациентов в его проблеме, но указывает на то, что вербальные жалобы часто формулируются под влиянием внешней информации и системы убеждений. Поэтому, с его точки зрения, имеют меньшее значение в диагностике, чем язык тела, который, как впервые в публикации сообщает доктор Георг Харрер, исходит из перцептивных и нацептивных ощущений, то есть от рецепторов, основная часть которых находится именно в фасции. Он мог бы, конечно, тут сослаться на исследования, опубликованные Робертом Шляйпом или Вандервалом, но не сослался. А также традиционно делает акцент на ограниченность информативности пальпаторных данных в ФДМ-диагностике. Далее он пишет о специфичности ФДМ-техник, многие из которых определяют как модификацию воздействия, которым пациент указывает свою проблему, или реализацию пожеланий больного терапевтом, и лечение в целом, его впечатляющей результативности и позитивном прогнозе. А заканчивает утверждением, что ученики доктора Типальдеса, объединившиеся в Азиатскую, Европейскую и Американскую ассоциации, после его смерти продолжают распространение ФДМ в его духе, в том числе успешно интегрируя ФДМ в конвенциональную медицину и остеопатию. Текст доктора Харрера продолжает характеристики ФДМ-президента ЕФДМА Штефана Анкера и Торстена Лима. Торстен Лим, один из ведущих остеопатов Германии, магистр наук, один из авторов сборника по остеопатии, в котором в 2010 году был опубликован обзор ФДМ доктора Георга Харрера, который мы с вами совсем недавно разобрали самым подробным образом. Под заголовком «ФДМ за и против», в котором Штефан Анкер представляет свои доводы в пользу ФДМ, а Торстен Лим указывает на спорные и сомнительные аспекты. Штефан Анкер в своей части публикации пишет о проблеме специалиста в выборе терапевтического подхода в лечении пациентов с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата и заявляет ориентацию на язык тела и жалобы пациента согласно ФДМ и ее решению. Суть коррекции фасциальных дисторсий Штефан определяет как простое и прямое исправление обратимого локального анатомического дефекта фасции с прогнозируемым и объективным клиническим результатом, хотя тут же называет концепцию доктора Типальдеса умозрительной. В разделе статьи «Против» Торстен Лим
Среди преимуществ ФДМ называют уникальность и пациентоориентированность, а среди недостатков – пренебрежение сомато, висцера и психосоматическими связями и пальпаторными данными. О роли пальпации и причине, по которой доктор Георг Харрер и его ученики ее подчеркнуто обесценивают, мы уже говорили. Освежите, если забыли. Ограниченность метода Типальдеса проблемами опорно-двигательного аппарата, так как он не распространяется на лечение висцеральной патологии. При том, что лечение висцеральной патологии описано доктором Типальдесом в его учебно-методическом пособии и даже включено в программу обучения Азиатской ФДМ-ассоциации, и ФДМА его не тиражирует. Болезненность лечения, которая, в отличие от функционеров Европейской ФДМ-ассоциации Торстен Лием определяет в превосходной степени, и отсутствие научного морфологического подтверждения концепции, на которой основан предложенный доктором Типальдесом терапевтический подход. С учетом представления модели фасциальных дисторсий инструкторами ЕФДМА через аллегорий, это абсолютно релевантно. Также Торстен Лием заявляет, что эффективность ФДМ-лечения, представленная в исследованиях Кристофа Росми 2005 года и доктора Кристиана Штайна 2008, сопоставима с результатами целого ряда других остеопатов, практикующих гораздо менее болезненное лечение. Итог. Да, интересно, возможно, перспективно, надо исследовать.